Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на мой канал для изучения русского языка как иностранного. В этом видео я бы хотел поговорить про Сербию. Мы с моей женой около 4 месяцев живем в Сербии, и за это время мы нашли несколько сходств, различий, каких-то, может быть, странностей, о которых я бы хотел сегодня вам рассказать. Я буду высказывать свои собственные мысли, свои собственные наблюдения. Я буду говорить о том, что мне нравится, что мне не нравится, что мне кажется странным, возможно, непонятным. Я попытаюсь быть честным. Я не ставлю целью критиковать какую-либо страну, но просто выразить свое мнение. Поэтому, если вы человек тонкой душевной организации, и если вам тяжело слушать чужие субъективные замечания, критические, то я рекомендую вам воздержаться от просмотра данного видео. Всего у меня вышло 13 пунктов, да. И первый пункт, наверное, самый больной, вернее, самый болезненный. Это транспорт. Транспорт в Сербии. Честно говоря, это, наверное, одна из самых больших проблем для меня в Сербии, потому что в Сербии нигде нет метро, поезда в основном в очень плохом состоянии. У меня было видео, где я на поезде ездил в Черногорию. Посмотрите, это был адский экспириенс, просто жуткий опыт. Очень мало хороших поездов. Они сейчас появляются. Можно из Белграда поехать в Новый Сад на очень комфортном, быстром поезде. Но это все. В самих городах, в Белграде, в Новом Саду есть только автобусы. И это старые достаточно автобусы, которые почему-то очень сильно трясутся. Я не понимаю, почему. Дороги очень хорошие, дорога ровная, но когда ты едешь, тебя постоянно вот так вот трясет. Это ужасно, это просто ужасно. С другой стороны, в России, конечно, даже в небольшом городе будут и троллейбусы, и трамваи. Если не будет метро, то будут другие альтернативные виды транспорта. И это гораздо удобнее, на мой взгляд. Второй пункт очень интересный. Мне кажется, что Сербия – это страна, где ты достаточно свободно можешь высказывать свою точку зрения. Буквально несколько дней назад в городе Новый Сад мы видели митинг в поддержку традиционных ценностей, так скажем, семейных ценностей. С другой стороны, в сентябре я слышал, что в Белграде будет проходить прайд. Как только мы приехали в Белград, мы слышали о митинге с символикой ЗИ. Такой митинг был. В то же время очень часто происходят антивоенные митинги. Поэтому на самом деле это очень круто. Более того, сербское правительство даже запустило сайт, где оно приветствует всех людей из Белоруссии, из Украины и из России. Несмотря на причины их переезда в Сербию, они говорят, что мы рады всем, мы приветствуем всех, добро пожаловать. Это, черт побери, очень-очень круто, но я не знаю, как долго Сербия сможет так продержаться. Пункт номер 3. Я не уверен, но у меня создалось впечатление, что люди в Сербии чаще проводят время с семьей. И дети живут с родителями гораздо дольше. В Сербии есть такой праздник, семейный праздник, который называется Слава. Это день семейного святого. У каждой семьи есть свой святой.
В России у каждого человека есть свой святой покровитель. Но мы редко отмечаем этот праздник. Но в Сербии этот семейный праздник очень важен и очень популярен. Он, наверное, популярнее и важнее дня рождения. Хотя в России день рождения — это, наверное, один из самых главных праздников. Новый год и день рождения. Пункт номер 4 – это кофе. Сербия – кофейная страна. Сербия – это страна кофе. Здесь кофе пьют всегда, везде и все. Но есть разница между тем, как пьют кофе в Сербии и в России. Ну, во-первых, в Сербии кофе пьют гораздо чаще. Люди пьют его несколько раз в день, постоянно и много. Но пьют его здесь немного по-другому. Здесь своя культура потребления кофе. Обычно люди приходят в кафе, заказывают маленькую чашку такого, ну, может быть, эспрессо-американо, что-то среднее такое, или, может быть, что-то похожее на турецкий кофе. Здесь это называется домашний кофе. Вот. И люди его пьют. Это черный кофе. Здесь практически нет кофе на вынос. То есть кофе, который можно взять с собой и идти и пить. Это есть, ты можешь найти, где тебе сделают кофе на вынос, но это не так популярно. В России мы постоянно берем кофе и идем от метро до дома, или от метро до работы, или еще как-то. И мы часто гуляем вместе с кофе. То есть кофе обычно мы пьем на ходу. Но в Сербии я редко вижу людей, которые пьют кофе на ходу. Обычно люди сидят, расслабляются и пьют кофе. Еще один момент – это размер кофейного стакана, размер кофе. В Сербии XXL это 0,3, то есть 300 миллилитров. Хотя в России 0,3 это S, это самый маленький размер. Обычно в России XXL это там 400 миллилитров, такое ведро кофе. Но мне кажется, в Сербии такого просто не существует, ну, может быть, только в Старбаксе. Мы поговорили про кофе, давайте поговорим и про чай. Следующий пункт – это чай. Чай, которого нет. На самом деле, действительно, в Сербии принято пить кофе. Сербы постоянно пьют кофе, и во всех кафе и ресторанах есть кофе. Но чай найти достаточно сложно. Чай есть, но обычно ассортимент чая очень-очень узкий. 1 или 2 позиции. И этот чай будет не очень хорошим. За 4 месяца жизни в Сербии я не смог найти хорошего, качественного китайского чая. Я был в разных магазинах, но везде продается сушеная трава под видом китайский чай. То есть, вот, к сожалению, я пил все то, что я привез с собой, а потом я пил эту траву. То есть, если вы фанат чая, то в Сербии вам будет достаточно тяжело. А в России мы пьем чай каждый день. Каждый день, несколько раз в день мы пьем чай. Ну, обычные, как бы, да, это такая средняя статистика. Конечно, обычно люди пьют дешевый чай в пакетиках. Но в то же время ты можешь найти, если ты любитель чая, ты можешь найти любой другой чай. Ты можешь найти индийский рассыпной чай или китайский чай любого качества, любого класса. Пункт номер 6 – это тоже большая проблема, даже, наверное, большая проблема, чем транспорт. Это курение. Дело в том, что в Сербии разрешено курить в помещениях. То есть ты можешь курить в ресторане, в кафе, где угодно, и даже в поезде. И люди это делают. И если ты не курящий человек, то для тебя это очень тяжело, потому что даже если ты курящий, ты заходишь в помещение, и вот этот вот вечером, особенно в барах, в кафе, вечером стоит такой прям запах, едкий запах дыма, ты этим дышишь, это очень-очень-очень тяжело. Я помню, что
такое было когда-то в России, но это было достаточно давно, поэтому я уже даже не помню, когда именно можно было курить в помещениях. Но я помню, что такое было. Но я очень надеюсь, что в Сербии примут какой-то закон, и люди перестанут это делать, потому что, ну, конечно, мне кажется, это вредно и для самих людей, и для окружающих. У тебя постоянно пахнет одежда сигаретами, и мебель в квартире или где-то в отеле тоже пахнет сигаретами, и это, конечно, это отвратительно. Следующее – это безопасность. Безопасность и доверие. Очень странно не видеть вот этих специальных рамок, которые ты должен проходить, когда заходишь на вокзал или в аэропорт. Ну, обычно, когда вы заходите на вокзал, вы проходите через такую рамку, вы выкладываете багаж на специальную ленту. Все это в России везде. На каждом вокзале, в маленьком любом городе, везде стоят эти рамки, везде тебя проверят, все твои вещи, все. Но в Сербии этого просто нет. Просто нет. Ты просто заходишь на вокзал и все. И тебя никто не досматривает. Никто не смотрит, какие вещи у тебя есть, что ты несешь. И это прикольно. Однако я могу сказать, что у меня нет ощущения опасности. То есть, честно говоря, в Сербии я чувствую себя абсолютно безопасно. Ночью, где бы я ни был, я думаю, что в среднем уровень безопасности в Сербии выше, чем в России. И это очень интересный момент. И доверие между людьми. То есть есть ощущение, что люди друг другу доверяют. Например, недавно у одного иностранца не было денег, не было сербских динар, чтобы заплатить за кофе. И официантка сказала ему: вы можете сходить и разменять деньги. И он ушел, поменял деньги, пришел и заплатил за кофе. И здесь это нормальная практика. Я не думаю, что в России это бы сработало. Ну, то есть это бы сработало, но это редкий случай. Скорее всего, у человека взяли бы паспорт или какой-то документ. То есть иностранцу бы не поверили, что он вернется и заплатит. Так вот. Ну и раз уж мы заговорили про людей, то давайте пункт 8 скажем, что люди в Сербии чаще улыбаются, и они более приветливые. Это факт. В магазине, в аптеке, официанты в кафе. Обычно люди очень приветливые. Это прикольно. Как вы знаете, нужно отдышаться. Как вы знаете, в России ситуация немножко другая. Обычно вначале мы достаточно серьезные, и только потом, когда мы познакомимся с человеком поближе, мы будем более открытые и дружелюбные. Пункт номер 9 – это алкоголь и потребление алкоголя. Вообще в Сербии много разных кафе и ресторанов, террас. Люди сидят там, пьют пиво, какие-то другие напитки. Но я удивился, что я за 4 месяца практически не видел пьяных людей на улице. То есть, когда идет человек, вот такой вот, такого, практически нет. Это очень классно, это реально очень классно, потому что, когда мы вернулись в Россию на 3 недели, то за эти 3 недели на окраинах Москвы мы несколько раз видели пьяных, шатающихся людей. И это, конечно, страшно, честно, это пугает. Вот. Но в Сербии такого нет. И в целом потребление алкоголя какое-то более разумное, более адекватное, не знаю. Это хорошо. Мы сейчас проходим мимо банка. И пункт 10
это цифровизация, уровень цифровизации в стране. И здесь я могу сказать, что в Сербии очень мало хороших цифровых сервисов. То есть, в принципе, все, что связано с финансовыми технологиями, да, финтех, то здесь все, ну, как по мне, очень плохо. Потому что тебе постоянно нужно ходить в банк, чтобы сделать какое-то действие, чтобы отправить перевод, чтобы, не знаю, сначала подать заявление на карту, потом прийти заполнить вот такое количество бумаг, потом прийти забрать эту карту, потом прийти еще что-то сделать. Банковские приложения на телефон очень неудобные. И вообще все, что связано с документами, очень долго, очень неудобно, такая бюрократия. В России я никогда не ходил в банк, чтобы что-то сделать, потому что все можно сделать в приложении. Ты скачиваешь приложение, ты оформляешь там карту, курьер привозит тебе карту, тебе даже не нужно выходить из дома. Ты все делаешь через приложение, и все занимает буквально несколько минут. Но здесь этот процесс гораздо дольше. В России я никогда не ходил на почту, чтобы отправить перевод, да, чтобы сделать денежный перевод. Зачем? Есть разные электронные кошельки, есть банковские приложения, есть разные сервисы. Это все делается онлайн. Любые документы делаются онлайн очень просто. Вот. Очень существенное различие. Следующий пункт – это вождение. Знаете, в Сербии себя чувствуешь очень безопасно, когда переходишь дорогу. Потому что если едут машины, то они обязательно остановятся и пропустят тебя. А в России, только в Москве, ну, может быть, где-то в крупных городах, есть что-то похожее. Но вообще в России совершенно другой стиль вождения. Например, в городе Краснодар страшно переходить улицу, потому что тебя просто могут переехать. Водители как сумасшедшие водят там. В Москве с этим лучше, но все равно не так классно, как в Сербии, потому что здесь каждая машина тебя пропустит, даже если ты переходишь дорогу в неправильном месте. Если я вот здесь начну переходить дорогу, скорее всего, автомобилист меня пропустит. Это прям вообще невообразимо. Следующий пункт – это рабочая нагрузка. У меня создалось впечатление, что в Сербии люди в среднем работают меньшее количество часов, чем в России. Потому что, во-первых, в кафе всегда много людей. Утро, день, вечер, неважно. В Сербии в кафе всегда сидят люди. Это очень странно. В России ты не увидишь людей в кафе в рабочее время. Другой момент, что многие компании и организации заканчивают работать в 4 часа или в 5 часов, что тоже очень мало по российским меркам. Особенно если это государственные организации, например, или банки, то они все заканчивают почти работать в 4 часа. И если ты работаешь, то как ты можешь пойти в банк? После работы уже все закрыто. Вот. Это очень странно. Однако все, что касается магазинов, каких-то небольших супермаркетов или фастфуда, то все это работает 24 часа, и все это очень доступно в любое время. Это очень-очень-очень клево. Например, если ты ночью захотел съесть кусок мяса, то в Сербии у тебя с этим не будет проблем, вообще никаких. Последний пункт – это знание иностранного языка. Дело в том, что в Сербии почти каждый человек может хоть немного говорить по-английски. Даже в маленьких городах.
какой-нибудь охранник в супермаркете может ответить тебе на английском языке. Ну и достаточно большое количество людей понимает русский или даже может говорить по-русски. В России ситуация совсем другая. Я не могу представить, чтобы охранник в супермаркете ответил что-то на английском языке. Я не могу просто этого представить. Это все, друзья, о чем я хотел рассказать в этом видео. Если у вас есть тоже какие-то замечания, пишите обязательно в комментариях. И до встречи в следующем видео. Изучайте русский с удовольствием. Пока!